Сегодня Дональд Трамп посетил Израиль, после чего направился в Египет, в Шарм-эль-Шейх, для участия в саммите по Газе. В Израиле президент США принял израильских пленных, освобожденных палестинским сопротивлением в рамках сделки по обмену. В аэропорту Тель-Авива его встретили президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. После прибытия Трампа стороны отправились в Кнессет, где состоялось выступление американского лидера. В своей речи Трамп заявил, что война в Газе окончена. «Мы рады освобождению заложников. Война окончена. Хамас будет соблюдать соглашение о разоружении», отметил президент США, подчеркнув, что наступает новая эпоха для региона. Он назвал происходящее «золотым веком Израиля и Ближнего Востока», отметив, что это не просто конец войны, это начало эпохи веры и надежды, эпохи гармонии среди всех народов региона. По его словам, это исторический рассвет нового Ближнего Востока. Отдельно Трамп поблагодарил премьер-министра Израиля. «И спасибо тому, кто сделал это. Вы знаете, кто это. Биньямин Нетаньяху. Он не самый простой парень для переговоров, но именно это делает его таким великим». Президент США также заявил, что видит со стороны Ирана настрой на достижение сделки по нормализации отношений с Вашингтоном и не верит сообщениям о намерении Тегерана возобновить ядерную программу. Он подчеркнул, что достижение мирной сделки по Газе было бы невозможно без бомбардировок объектов по обогащению урана в Иране, отметив, что Израиль при нашей помощи добился всего, что мог, силой оружия. Теперь время мира и процветания. По его словам, весь регион поддержал план немедленной демилитаризации Газы. Хамас будет разоружен, а безопасность Израиля больше не будет подвергаться угрозам. В интервью журналистам Трамп рассказал, что после применения бомбардировщиков Б-2 при ударе по Ирану он распорядился заказать еще целую гору таких самолетов. По его словам, вооруженные силы США подняли в воздух 7 этих прекрасных бомбардировщиков Б-2. «Раньше я думал, что это просто симпатичные самолеты. Я и не подозревал, что они способны на то, что сделали. Мы заказали еще 28, немного обновленную версию, а также почти 100 других самолетов сопровождения». Спикер Кнессета Амир Охан, выступая на заседании, заявил, что миру нужно больше Трампов. По его словам, сейчас нужно миру, так это больше храбрых, решительных, сильных и дерзновенных лидеров. Он также сообщил, что вместе со спикером Майком Джонсоном они намерены выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. В Иерусалиме тем временем появились билборды с портретом Трампа и надписью «Кир Великий жив». Спикер подчеркнул, что американский президент – личность, которая останется в пантеоне истории на тысячи лет. Он провел параллель с древним царем Киром Великим, отметив, что еврейский народ будет помнить о вас, и назвал происходящее глобальной борьбой между силами экстремизма и силами свободы. Трамп отметил, что без удара по иранским ядерным лабораториям достичь сделки по Газе было бы невозможно. «Если бы мы не нанесли по ним удар, я не думаю, что мы смогли бы заключить эту невероятную сделку. Никогда прежде не происходило ничего подобного тому, что мы видим сегодня», — заявил он. Истребители F-16 ВВС Египта сопровождали самолет Трампа по пути в Шарм-эль-Шейх. В этом египетском курортном городе лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Трамп сообщил, что с подписанием документа на Ближнем Востоке наступил мир. Молитвы миллионов наконец были услышаны. Вместе мы достигли невозможного. По его словам, эскалация конфликта грозила Третьей мировой войной, но теперь этого не произойдет. Мирную сделку по Газе он назвал крупнейшей и самой сложной. Бригады Аль-Кассам подтвердили, что все 20 израильских пленных, находившихся в живых, были освобождены. Радиоармия Израиля также сообщила о возвращении всех освобожденных на израильскую территорию. Примечательно, что на одном из пляжей Израиля появилась надпись «Спасибо», посвященная визиту Трампа. Отметим, что на борту Air Force One президент США Дональд Трамп заявил: «Война закончена. Вы понимаете это?» Отвечая на вопрос журналиста, который отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще не объявил об окончании войны, Трамп добавил:
Я думаю, что это будет держаться. Люди устали от этого. Это продолжалось веками. Передает Times of Israel. Позже Трамп в своем выступлении в Кнессете объявил о начале новой эры мира на Ближнем Востоке, подчеркнув важность мирного соглашения с Ираном. Он отметил: «Наш следующий план – мир с Ираном и мир на Ближнем Востоке». Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Россия поставляет Ирану необходимое оборудование на законных основаниях. Он отметил, что план Трампа по Газе – лучшее, что есть на столе. Однако подчеркнул, что палестинская проблема этим не исчерпывается. По словам Лаврова, долгосрочное урегулирование невозможно без создания палестинского государства в границах 1967 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в войне с Газой погибли 2000 израильских военных, и отметил, что не видел никого, кто умеет устанавливать мир столь быстро и столь решительно, как Трамп. Он назвал Трампа лучшим другом Израиля в Белом доме и поблагодарил его за признание суверенитета над Голландскими высотами, выход из ядерного соглашения с Ираном и поддержку Израиля в международных организациях. Нетаньяху также поблагодарил Трампа за операцию «Полуночный молот», направленную против иранской ядерной программы, отметив, что это самое подходящее название, потому что вскоре после полуночи вы действительно их пришибли. В знак признательности премьер-министр вручил Трампу золотого голубя, а депутатам Кнессета раздали бейсболки с надписью «Трамп – президент мира». В ходе перелета Трамп прокомментировал конфликт между Афганистаном и Пакистаном, отметив, что придется подождать, пока я не вернусь, так как он занят установлением мира в других регионах. По данным Reuters, Пакистан привел войска в повышенную готовность на границе с Афганистаном. Трамп в ходе подписания документа по Газе напомнил и о мире между Арменией и Азербайджаном, отметив, что мир между Ереваном и Баку удалось достичь за 1 час, тогда как конфликт не могли решить 32 года. Он заявил, что маленькая война между Арменией и Азербайджаном закончена нами, и назвал президента Азербайджана миролюбивым человеком. В Египте президент США также заявил о готовности снять санкции с Ирана, когда Тегеран будет к этому готов, отметив, что Иран не сможет выжить под давлением американских санкций. Отметим, что в Шарм-эль-Шейхе премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели короткую беседу. Также впервые состоялась встреча между лидерами Армении и Пакистана. До этого Пакистан не признавал независимость Армении. И в заключение отметим, что согласно условиям соглашения по Газе, все 1966 палестинских заключенных будут освобождены из израильских тюрем. 1716 жителей Газы, задержанных израильскими силами, переведут в медицинский комплекс Аль-Наср. А 250 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, направят в Иерусалим, на западный берег и за пределы Израиля. Международный комитет Красного Креста подтвердил передачу 7 израильских заложников и выступит посредником в дальнейшем обмене и передаче останков погибших. Подписывайтесь на Регньюз, делитесь мнением в комментариях и следите за обновлениями, чтобы быть в курсе всех важных событий на Ближнем Востоке и в мире.